Друзья, я всех приветствую на канале Рыболов Копатель. И мы сегодня прибыли на секретный хутор, который вот там в кустах находится. Мы уже подходим к нему. Тимур двигается чуть-чуть поодаль, несколько. Мы пробиваем сейчас подходы все, что как тут по находкам. И у меня уже первый сигнал есть. Вот дорога к хутору. Так, куда я кинул? Какая-то монета. Ой, все залеплено. Возможно, это 4 фенинга. Сейчас я ее сниму перчатки и посмотрим. История такова, друзья, что похоже из монеты сделали пуговицу, но уже не представляется возможным прочитать, что была за монета. Вот такая старая пуговица. Погнали. Ну что, вошли непосредственно на хутор, на сам. И уже первые цветные сигналы пошли. Тимур там расчищает площадку. Стекло, говорит, лезет. И у меня вот в посеребрении ложка. Сейчас почистим. Посмотрим, что там на ней. Может, альпака какая написано. Ну да, он альпака, хром, там что-то такое. Какие-то львы танцуют. Такая ложка. Ну, коп у нас не без лягушачьего сопровождения, друзья. Вот она уже в полудреме. Если честно, я ее выкопал. Сейчас я ее обратно посажу. Конечно же, этого я не хотел. Сейчас вот тут аккуратно присыпем. Все, вот иди туда, прячься. Они уже в землю ушли. Так, я вот... Воздух там есть у нее нормально. Сигнал тут интересный, ребят. Прям под деревом. Тут вот кротовые дела какие-то. Звенит-то хорошо. Так, сейчас подлезем. Опа, корень, блин. А тут уже вот это дерево гнилое. Я думаю, сейчас я выковырю. Сидит там. Пока камеру выключаю, вторая рука нужна. И сейчас доберемся до этого сигнальчика. Опа! Пряга ременная. Советы. Сейчас почистим ее. Щеткой ее маленько прошелся. Клеймо труд. Батюшки мои, кажется, грядет серьезная непогода. Ну вот все-таки радуга, да еще и зимой, внушает какую-то надежду. Тимурыч, не мешкая, решил провести свой обычный ритуал на серебро. Быстрее, пока радуга не исчезла, делай ритуал! И с третьей попытки Тимур добился, чтобы лопата с подброса воткнулась в землю.
А это предзнаменование того, что будут интересные находки сегодня, и погода нам совершенно не помеха. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Что-то металлическое с формы. Да, скорее всего. Такой бодрый сигнал, прям сильный. Не часто попадаются. 38-й год. Не является пропагандой, только история. На канале Рыболов Копатель. Тимур сейчас выудит что-нибудь, я уверен. Так, друзья, ну что, у нас снежку поднасыпало, и у Тимура. Тимур уже начал кричать: серебро, серебро, серебро. Но нет. 40-й год. 50 пфенигов. Рейхс. Берлинский монетный двор. Ну ничего. Секретный хутор дает свои плоды. Сейчас мы обязательно что-нибудь найдем. Под деревом сигнал, друзья, в корнях ковыряю. И смотрите. Смотрите, какая-то рукоять торчит. Я вижу. Видите, вот тут прорезь. И уходит вглубь туда. Что за нож? Прям в корне. Сейчас аккуратно его достанем. Вокруг обкопал его. Не вылазит. Понимаете? Опа. Ага. Отгнил. Бронзовая рукоять. Какой-то штык-нож. Честно, что-то впервые такой нахожу. С такой рукояткой. Я лопатой черканул. Видите? Желтый металл. Отгнило все. Оно и слава богу. Кто знает принадлежность, пишите, друзья. Буду благодарен. Друзья, а не новогодний ли это сигнал? А не новогодний ли? Подарочек от деда. Впиваемся в почву. Лопатка отыгрывает. Ой. Он где-то здесь, друзья. Что там? Могу предложить пинпоинтер. Пока нет. Друзья, сопли идут, слюни идут, все идет. Условия ужасные. Но мы-то не сдаемся. И непосредственно в дороге, друзья, сигнал. Вилка. Подогнутая. От ложка вилки. Вилка ложки набора. Сейчас протрем и покажу. Вот она, друзья.
ПС. W 39 год. Ныне 39 регион. Вот такая подмятенькая вилка. Так. Тимур, ну чё, может пообедаем уже? Да, давай, что-то уже я замерз. Не могу. Немножко, наверное, покушаем. Чаек там, да, сегодня? Да. Ох, ёшкин кот. Ой, блин, опять левитацию сделал. А, это вам же в море нельзя с магией уходить, да, Да Тимур? нет, конечно, Надо нельзя. выпустить все. Вот Тимур и А выпустил. на землю не положишь. Промокнет все, поэтому приходится в воздухе держать. Никак не могу научиться на весу вот в воздухе накручивать крышку. Ай, блин, смотри, что делает. Не могу на весу закрутить в Вот воздухе. идешь по зимней дороге, а тут странник копает. Вот что-то глубокое у Тимура. Ругается. Сейчас расскажет историю вам. Вот, ребята, сигнал отличный. Выкапываю вот такую вот вещь. И что вы думаете? Вот под грязью я ожидаю увидеть ДРЛ знак. Но дед имеет честь сегодня очень шутить надо мной, поэтому там вот такая вот пряжечка оказывается. Ну что тоже, в принципе, неплохо. Ну, конечно. По зиме, да, Тимур? Я на халат себе в море одену, буду в халате ходить и с этой пряжей. Друзья, ну опять петровские вопросы. Опять петровские вопросы. Посмотрите, ну нарастает где-то до 8 сантиметров каблук, в принципе. Каблучок, да. Это зимний коп, друзья, это не шуточки. Это зимний коп. И вот он, старопрусский замок перед нами предстал. Вот она погода, друзья, в Калининградской области. Уже подминусило, и смотрите, града этого насыпало. Сейчас как бы опять тучи не налетели. Так, наткнулся на какую-то площадочку, много металла звенит. Смотрите, какая чугуняка. То ли от какого-то люка, то ли от чего. Просматривается Кёнигсберг ПЛ. Плац, что ли. Или что-то такое. Кёнигсберг Плац. Может, люк был типа канализационный, разбитый. Вот еще один кусок выпал. Фабрик. Продолжение. Ну вот, смотрите, запорошило конкретно. Что тут у нас? Ага. Вот она. Желтый цвет надежды. 5 рентгенпфенигов. Наверное, 24 или 25 год. 24. Тимур вон разжился. Опа. На манерку. Одна четвертая литра. А тут что-то не видно клейм. Сейчас посмотрим. Вот, тиранул маленько и здесь. СБ2 клеймо. Как Тимур сказал, время ничего не щадит и никого. Вот такая сплющенная манерка. С мерой. Я не знаю, чья это, если честно. Может и какая-то залетная, что скорее всего. Ребята, у вас такое бывает? Вот копаешь, и такое чувство, что кто-то за вами начинает пристально наблюдать. Прям на себе чувствуешь какой-то взгляд. Вот сейчас у меня такое чувство возникло. Вот смотрите, тут вот этот фундамент секретного хутора. И вот я вот так вот стоял и чувствую прям. Обратите внимание назад. Я повернулся и офигел. Посмотрите.
Лесные дела, друзья. Надо здесь повнимательнее походить, может чего и будет. Тимур тут провозгласил сигнал серебряным. Серебро нашел. Ты думаешь? Вообще в шоке, в сугробе. Ну давай взглянем. В чистом-то поле не найдешь, а тут в сугробах и вот. Сигнал действительно неплох. Вообще, блин. Надо признать. Вот это я Не, дал. не курвит, Не курит, конечно. курвит квадрат. А ну-ка. Рыжье доставай. Не ружье горит, а у нас горит рыжье. Вот такой пятак, друзья. 43-й год. Он герб как сияет. Ух! С чем мы Тимура и поздравляем. Друзья, вы уж не серчайте, но находки по зиме вот такие вот у нас. Дальше вон, смотрите, печные вопросы какие. И тут же гвозди кованые. Черепица. Посмотрите, друзья. Какое-то подполье. Такой коп у нас получился. Худо-бедно походили. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Всех, кто отмечает католическое Рождество, с наступившим Рождеством. Ну а всех нас с наступающим Новым годом, друзья, и Рождеством. Кстати, со дня на день выйдет анонс конкурса с очень интересным призом. Так что, чтобы не пропустить видео, подписывайтесь, кто еще не подписался. И обязательно участвуйте в конкурсе. Скоро выйдет видео. Следите. Вот она, калининградская погода. Посмотрите. Короче, сейчас сидел, целую минуту рассказывал что-то. Оказывается, на кнопку не нажал. Целую историю рассказал. Посмотрите, как метет. Вот так вот у нас 7 раз на день все меняется. То радуга, то град, то солнце, то дождь. А сейчас вьюга. Чисто вьюга.